Leçon 47. Attention, il y a une différence. Сегодня мы с вами рассмотрим глаголы, при употреблении которых есть определенные нюансы, на которые нужно обратить внимание и запомнить. Итак, глагол penser. Когда мы хотим спросить чье-то мнение, задать вопрос, что ты об этом думаешь. Мы берем глагол penser, но здесь важно правильно построить фразу. Мы не можем спросить tu penses quoi. Обязательно употребляем en. Tu en penses quoi? Что ты об этом думаешь? Второй вариант построения фразы. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Третий вариант построения фразы. Употребляем оборот est-ce que. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Мы также можем сказать tu penses quoi de cela? Tu penses quoi de cela? Или же, если вы боитесь запутаться, вы можете просто задать вопрос quelle est ton opinion? Quelle est ton opinion? Какое твое мнение? После глагола penser может употребляться как предлог de, так и предлог à. В чем же разница? Если мы хотим знать мнение, то мы употребляем глагол penser de. Например, tu as vu ce film? Tu as vu ce film? Ты видел этот фильм? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Что ты об этом думаешь? Penser de – это иметь суждение, иметь мнение. Если же мы после глагола penser употребляем предлог à, например, penser à quelque chose, penser à quelqu'un, думать о чем-то, о ком-то, то это означает быть в процессе размышления. Например, tu penses à quoi? Ты о чем думаешь? Je pense à ma mère. Я думаю о своей матери. Именно в этом будет разница. Penser de – иметь мнение. Penser à – размышлять, думать о ком-то, о чем-то. Быть в процессе размышления. Следующий глагол – воспользоваться чем-то. Profiter de quelque chose. Обратите внимание, предлог de после глагола profiter. Например, profitez bien de votre loisir. Profitez bien de votre loisir. Хорошенько воспользуйтесь вашим свободным временем. Или же мы можем сказать profitez-en bien. Profitez-en bien. Хорошенько воспользуйтесь этим. Поскольку у нас после глагола profiter идет предлог de, то когда мы захотим сказать «воспользуйтесь этим», мы будем использовать en. Profitez-en. Следующее, на что нужно обратить внимание, это на употребление императива, то есть повелительного наклонения, и на появление liaison. Когда мы говорим profite, воспользуйся, у нас на конце s нет. Но если мы говорим «воспользуйся этим», мы скажем «profite-en». У нас уже появляется «s». Так же, как аналогично для глагола «aller». «Va» – «иди». Но если мы будем говорить «иди туда», мы скажем «vas-y». У нас также появляется «s». На это нужно обратить внимание. «S» у нас появляется для благозвучия. Следующий глагол – общаться с кем-то, связаться. В русском языке это глагол возвратный. И поэтому очень многие считают, что по-французски нужно переводить как se communiquer. Это неверно. Общаться, связаться, communiquer avec quelqu'un. Это глагол невозвратный во французском языке. Например,
Я хочу общаться с моим другом по-французски. Je veux communiquer avec mon ami en français. Je veux communiquer avec mon ami en français. Следующее предложение. Я могу связаться с вами по e-mail, по электронной почте. Je peux communiquer avec vous par email. Je peux communiquer avec vous par email. Обратите на это внимание. Во французском языке глагол «общаться» или «связаться с кем-то» не является возвратным глаголом. Глагол «marcher» или глагол «aller». Какой же глагол выбрать? Marie marche. Мария идет. Marie va à la gare. Мария идет на вокзал. И в том, и в другом случае в русском варианте мы используем глагол «идет». Во французском языке в первом случае у нас стоит глагол marcher. Marie marche. Мария идет. Во втором случае мы берем глагол aller. Marie va à la gare. Мария идет на вокзал. Какой же правильно глагол взять? Когда мы хотим сказать просто идет, движется, то есть шагает, мы употребляем глагол marcher. Когда мы говорим идти куда-то и указываем направление, в данном случае Мария идет на вокзал, то мы уже будем использовать глагол aller. Если у нас есть направление, куда идет, глагол aller. Marie va à la gare. Следующий глагол tenir. Tenir переводится по-разному. Если после глагола tenir у нас нет никакого предлога, например, tiens, в данном случае глагол используется в значении regarde, посмотри, либо tiens. Следующее значение глагола prends, возьми. Или, например, tenir son corps en bon état. Tenir son corps en bon état. Содержать свое тело в хорошем состоянии. Мы видим 3 случая употребления глагола, 3 значения. Первое значение – regarder, смотреть. Второе значение – брать. И третье значение – содержать. Но если после глагола tenir идет предлог «à», например, tenir à quelqu'un или tenir à quelque chose, это значит, что это очень важно для вас. Cela est important pour vous. Например, je te prête ce livre, mais fais attention. J'y tiens énormément. Je te prête ce livre, я тебе даю эту книгу, я тебе предоставляю эту книгу, mais fais attention, но будь внимателен. J'y tiens énormément, я очень ей дорожу. Ce livre у нас заменяется на «и». Я очень ей дорожу. «И» в значении «это книга». И в данном случае глагол tenir à у нас будет переводиться как «дорожить чем-то». Обратите внимание на выше приведенные примеры. Старайтесь употреблять глаголы правильно. А на этом наш урок закончен. До новых встреч!